Привет, дорогой мой зритель. Подпишись на канал, а мы продолжаем. Строить нашу величественную, масштабную, защищенную деревню. В предыдущих сериях мы не слабо так отстроились. И в этой займемся конкретно производством инструментов. Единственный вопрос, который остался у меня после предыдущего выпуска: сколько человек, а конкретно железорудных шахт, может добывать с одного куска руды? На это ответ я не нашел, поэтому понастроил добычу руды, разбросанную по всей деревне. Тут, там, в двух местах, здесь игнорируем. А это наш любимчик. С ним мы вообще ничего делать не будем, просто засеивать периодически. Запустим таймер. К нам уже идут новые граждане. 2 граждан у нас без работы. Давайте взглянем, что у нас вообще есть. Сейчас у нас имеется по заданиям поставить ответственные плательщики. Он сбежал, что ли? Почему они все уходят? Я не понимаю. Что должно случиться, чтобы они... А, так есть. А вот тут и одного сюда. Что это? Почему она? Патруль зарегулирован. Все, в принципе, под защитой. Знаете, что думаю? Нам надо поставить больше вышек. Потому что эти вышки явно обеспечивают нас некоторой безопасностью. Как мне проверить? Докладывать не о чем. Размер 2, стоимость содержания 1. Деревья валятся, овцы пасутся, шерсть шерстится. Предположительно, у нас есть склад вот здесь, но он достаточно далеко. Как будто бы можно тюхать склад на будущее или не нужно, пока не надо. Давайте посмотрим по прогрессу. Нам было бы очень здорово. Давайте откроем замок. Чё мы как эти? Все, новые возможности. Отлично. Супер. Добро пожаловать в наше поселение. Всем ли хватает жилищных мест? Что у нас здесь? Совет строительства замка. Ваши селяне мечтают о замке. На дорогах станет спокойнее, ведь их будут патрулировать войска. Селяне говорят, что на красивый замок может обратить внимание сам король. Ну давайте построим его. Я надеюсь, это бессрочное задание. Под замок нам явно надо выделить какое-нибудь хорошее такое место с достаточным пространством. И под него отлично вписывается вот эта область. Вы согласны со мной? Но для этой области нам нужно будет переместить вырубку дерева. А вырубку дерева можно переместить вот сюда, на вот этот огромный пустырь. Вы согласны? По-моему, отлично. Хорошо. Давайте узнаем, что от нас хочет гонец. Праздник для трудящихся. Старейшины хотят, чтобы вы устроили уездную ярмарку. Это отличный повод заключить новые торговые сделки, продемонстрировав плоды труда ваших ремесленников. Постарайтесь, чтобы веселье на ярмарке било ключом, об остальном позаботятся ваши подданные. Что мне нужно? Уровень довольства у нас 86, дождаться окончания. Но я думаю, мы вполне себе справимся с этим. Давайте постараемся. Хорошо. Так, вернемся к разметке вырубки леса. Нам для лесничих требуется хорошее такое пространство.
Лагерь лесничих. Эти высаживают деревья. Это нам пригодится. Мы поставим его вот здесь. Прямо в конце полей. Построить. И лагерь лесорубов. Лагерь лесорубов у нас чуть более вонючий. Но тут все равно никто не живет. Так что воткнем его сюда. Здесь можем добавить также стойку с инструментами. Надеюсь, мне хватит на это всего. Стойка инструментами у нас будет на выходе в лес. Потому что почему бы и нет. Также место для сна. Нет, сначала мы поставим склад бревен. Он нам позволяет до 25 и тоже до 25. Место для рубки веток. +1 к общему числу. Место для еды. Угу. Место для питья. Хорошо, давайте... Стойка с инструментами украшенная. Это 3, это 3. Сделаем аккуратненькую такую бревенчатую складировку. Наметим сюда определенно. Также добавим место для готовки тут уже есть. Места для питья у нас нету. Сделаем сразу такое атмосферненькое место, чтобы приятно было находиться. Если они сюда это складывают, то кушать будут тут. И место для сна, которое мы можем расположить. Давайте расположим его вот тут сразу. Хорошо. У нас есть место для питья, место для сна, бревна. Мы по максимуму, в принципе, это расширили. Хорошо. Нужно наметить участок для посадки лесов. Для посадки лесов нам требуется достроить сначала эту хижину. Немножко ускорим время. Таскать им придется немало. Зато мы достаточно оградили их от жилой области. Сами домики, жилую зону, я думаю, можем чуть-чуть продлить вот сюда. Вдруг кто-нибудь захочет построиться. Хорошо. Идет улучшение дома. Мы же сможем тогда повысить жильцов. Кто-то у нас крепостной. Хорошо. И шахтер. Но он уже повышенный. Значит, когда строится дом, мы повесим Гуэнори. Ей не хватает обедни. Тут чего? Житель простолюдин? Почему понижение идет? Скажи, это крепостной и это крепостной. Давайте этих двоих повысим. Не знаю, почему тут два мужчины живут. Возможно, давно знакомы. Так, достраивается новый дом. Так, разместить область лесопосадки. Размещаем. Возьмем сразу всю зону вот эту. Думаю, тут будет достаточно древесины. Хорошо. Назначим сюда лесничего. Интересно, есть прокачка для лесной области? Давайте посмотрим. Прогрессия у нас она. Так, это роскошный рынок, обычные товары. Здесь я не вижу прокачки. Наверное, нам в будущем понадобятся еще мосты. Как минимум через эту реку. Потому что здесь кто-то нашел какие-то драгоценные руды. Как дела у нас с обновлением дома? Добро пожаловать. Так, отдыхающий доволен на 100%. Это очень здорово.
Как дела с лесничим? Ты уже добрался? Тебе есть где жить? Есть ли у нас лесничие вообще? Довольные гости. Это успех. Я считаю, это успех. Представляете, мы только, по сути, начали сегодняшний день, и уже довольные гости. Вот и наша лесничая. Сейчас она займется посадкой. Процесс это не такой быстрый, поэтому пока посмотрим, что у нас с остальными ребятами. Они все уверенно идут на тусовку. Здесь, я думаю, мы сделаем что-то типа промо-области, потому что тут уже достаточно вонюче. Склады, пекарни, добычи. Въездная ярмарка 9 дней. Сейчас довольство на 95%. Мы в таком успешном случае получим влияние трудящихся. Всем селянам по 25 довольства и плюс 10 к ценам при торговле. Но у нас очень быстро заканчивается баланс. Мы сейчас упадем в минус. Давайте для этого пронаблюдаем, что в нашем грозбухе не дает нам повысить уровень. Как это должно сработать? На продажу у нас идет и мясо, и рыба. У нас кто-нибудь покупает рыбу вообще? Кто у нас покупатели рыб? Они покупают рыбку. Они покупают рыбку. Вот это за 20 хлеба. Также покупают кабанов, хлеб. Угу. И продают рыбку. Но нам не нужна рыбка. В принципе, если открыть все торговые пути, то в какой-то момент они нам в любом случае пригодятся. Так что пускай будут. Вернемся к нашим спискам продаж. Сыров у нас нет, хлеба у нас продаются. Хлебов 46, нужно 50. Как будто нам надо сильно больше затариться мельницами и полями. Хорошо. Продолжаем, строим, продолжаем. Ты у нас прокачалась? Ты у нас уже повышенная? Молодец. Хорошо, леса сажаются. Это очень здорово. Довольные гости. Еще бы нет. Шерсть для старейшин. Старейшины желают создать запас теплой одежды в одной из окрестных деревень. Один из их купцов заметил вашу овечью отару и желает сделать вам предложение. Ну, я в принципе уже достиг его, что нужно было подтвердить. Не надо отказываться. Шерсть доставлена. Влиятельная деревня. Старейшины ценят вашу влиятельность. Они призвали торговцев из трудового сословия выделить больше ресурсов, чтобы вы на время получали больше выгоды от торговли. Активные эффекты трудящиеся дают 10% к объему торговли с деревнями этих сословий. Отлично. Денежка к нам пришла, но она очень быстро тратится. Судя по всему, оборонительные стойки, башни нам пока нет смысла делать. На этот склад мы будем, уже назначено принятие досок. Что еще можно сюда запихнуть? Угу. Кварцы, камни, шерсть. Можно, кстати, сюда тоже одну шерсть добавить. Потому что, я так понимаю, у нас простаивало. Тут все забилось шерстью. Ну и простой одеждой тоже. Кстати, а ну покажи. Мы можем ее продавать? Мы можем ее продавать. Замечательно. Сколько у нас ее? Дохренища. Значит, ставим на продажу. Так мы сможем заработать больше денежек. Ягодная настойка у нас варится. Также можно оставить 50 штук. Остальное на продажу.
Пиво, травы мы не делаем. Драгоценности, древесина, доски продаются. Ставим тоже 50 на всякий случай. И камушки тоже. Мы все-таки растем, и надо повышать наши объемы. Железную руду мы не можем продавать. Железо тоже. Инструменты можно, мне кажется, перестать покупать. Давайте, наверное, перестанем их покупать, потому что это тратит нам больше, чем нужно денег. Так, еще у нас хлеб продается 50, рыбу тоже 50 ставим, мясо, кабаны 50 штук, остальное продаем, ягоды достаточно. Славно. Вот это славный град. Не знаю, есть ли тут возможность сменить название, я бы его так и назвал. Что ж, деревья наши подрастают. Как много людей сюда можно назначить? 6 человек. Давайте начнем с 3. Пускай 3 останутся в свободном плавании. Угу. Мы можем, кстати, в данный момент... или мы уже купили? А, нет, 20 в месяц. Какие-то нерациональные расходы. Но, блин, как будто пригодится. Как будто есть в этом смысл. Нужно еще посмотреть, как вообще выглядит замок. Что в него входит. Цитадель. О, ну тут можно разгуляться. Сельский павильон. Палатка для солдат, где они готовятся к болю или отдыхают между заданиями. Хорошо. Как можно это убрать? Смотрим, что еще. Казармы, арсенал, свободная постройка, большой зал. Уже размещено. Отсюда вы правите своей землей, разделяете поручения и принимаете послов. Понял. Я понял. Это ты. Маленький тюханый домик. Вот я из прошлого, конечно, придумал, куда его запихнуть. Или... Не так уж я плохо и придумал. Ну, блин, все равно дорого. Все равно дорого, 20 в месяц. Надо узнать... Сейчас давайте посмотрим, как закончится месяц. Какая у нас доходность, в принципе. Лимит, сокровищница... Докладывать месячный баланс. Хорошо. Или мы можем это посмотреть в гроссбухе. Торговля. Указы. Какие указы есть? Плата по контракту. Поручение обходится на 50% дешевле. Поручение выполняется на 50% быстрее каждый. Руда и камень. Эффекты. Кварц 100% поступление. Кабаны и рыба меньше. Это плохо. Качественные материалы. Расходы на содержание частей строения цех уменьшены на 50%. Оптовая торговля. Эффекты духовенства звонати трудящиеся дают 80% к торговле. Тщательное планирование. После сооружения элемента строения вам возвращается 50% от потраченного ресурса. Ну это довольно-таки да. Пускай будет. Вот такой указ. Хорошо. Вальдерройзер играет в свое удовольствие. За этот месяц прибыль, за последний месяц доход 261, расходы меньше. В принципе, как будто бы мы могли бы себе позволить... Смотрите, какой лес уже зарос здесь. Красота. Складывайте сюда деревяшечки, дощечки. Ну тут только успеваю врубать, блин. Пусть будет 4 человека. Окей. И все же, куда нам придумать развиваться? Как будто бы вот здесь вот, если вырубить весь лес и построить крепость, замок, будет очень клево. Территория своеобразная, конечно. Но в эти границы, в принципе, и можно будет вписать стену. Где отсутствует обедня? Покажи, где ты живешь. У тебя здесь отсутствует обедня? Ладно, замок подождет.
Людям негде молиться. Сельский крытый. Сельский крытый. Может, из камня сделать? Каменная часовня. Блин, какую выбрать? Они все такие. Давайте вот такую сделаем. Разместим. Здесь поставим ворота. Сюда дадим забор. Такой прям. Уверенный заборчик сделаем. У нас уже есть безопасная зона. Прошу заметить. Давайте выпрямим примыкание. Подожди. Вот так? Прямое? Если изогнутое. А в чем разница? Почему ничего не меняется? О. Здесь он упирается в границы. Давайте тоже выпрямим. Квадратик сделаем. Вот такой вот красивый. Красивый квадратик. Церквушечку мы вот так вот повернем. Вот так. Ну, это в натуре монастырь уже какой-то. Очень хорошо. Каменные ворота. Вот будет вот здесь. Это здание поднимем чуть выше. Угу. Дадим колоколенку, чтобы можно было обзванивать соседей. Поднимем повыше. Немножко переместим. А можно ее двигать всю? Спасибо. Или лучше ее вот сюда, в дальний угол? Да, хорошо. Добавить... Что еще нужно? А вроде все и есть. Колокольни есть. Украшения, может, какие-то? Какие украшения есть? О, можно сделать маленькое кладбище. Деревянный крестик сюда поставим. Здесь у нас... Ну, красиво. Сделаем красиво. Куда можно прицепить ее? А куда? Есть вообще места зацепления? Как будто нет. Оно вот тут вот на входе только так. Еще вот так. Блин, ну это очень круто получится. Давайте построим, потом, если что, еще добавим там надгробий, садов, гамор и все, что там так нравится обеденным залам. Отлично, общий путь достигнуто, ступень 4. Можно открыть новое содержимое. 4-я ступень подразумевает то, что мы можем улучшить производство пшеницы. Мне кажется, производство пшеницы и сам хлеб может дать нам большой скачок. Прокачиваем производство. Так что молочное хозяйство, погодите. Постойте. А это что, стеклодувы? Я не видел здесь кварца. Мастерская скульпторов. Бандарня. Драгоценности. Золото тоже. Не будем сильно ускакивать туда. Пивоварня. Пивоварение, ребята. Ну, пшеничку, ладно, блин. У нас все равно деньги есть. Позволить себе можем, да. Жителей принимаем. Новые возможности. Это кто у нас? Пивокурня? Или как она называется? Ой-ой-ой. Что-то для пшеничной деятельности мне, походу, места не хватит. Надо будет переселять селян. Угу. Так, пивоварня. Мельная ферма.
Хмельную ферму. Куда мы можем, в принципе, запихнуть? Где бы она очень хорошо легла? Конечно же, рядом с церковью. Как? Вы согласны? Как будто бы да. Как будто бы это идеальное место, чтобы делать пиво. Рядом откроем таверну, назовем «Пьяный пастырь». Хорошо, постройте это тоже. Какие технологии у нас тут. Жильцов все-таки реально надо будет чуть расселить. Кто протоптал поля? Вообще довольно интересно, какой-то своеобразный узор появляется даже. Смотрите, как тут атмосферненько. Этот глухой лес. Можно его оградить заборчиком. У меня есть возможность вообще. Погоди. Здесь у нас деревенские ограды. Не открытые были. Представляете? Что из этого деревенская ограда? Табуретка? Арктическая какая-то. О! Я могу протягивать их как угодно, как удобно, как хочу. Плетень. Да. Боже, я сейчас так красиво сделаю, ребята. Делаем вот так. И вот так. После прокладываем вот так вот. Перестаньте ходить через мои поля. Так. И вот так. Поставим калиточку. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Подожди, смотри. Можем сделать вот так. И поставить сюда калиточку. Какая прелесть. Но давайте тоже. Если люди здесь ходили, значит здесь нужна тропинка. Это правило урбанистики, которой мы будем следовать. Люди не просто так ходят там, где ходят. Хоть со стороны это и может показаться, что просто срезал. Если он срезал, значит так действительно удобней. Боже. Мне все больше нравятся наши деревья. Есть ли у нас кто-то проапгрейженный, но не повышенный? Вас повышаем. Тут молодцы. Здесь повышаем. Тут все хорошо. Повышение. Я так понял, они живут один через один. Вот этих я повысил. Этих повысил. Тут. Я потом устану закрывать. Опа. Здрасте. Все, и вот этот чук-чук-чук-чук-чук. Хорошо. Изысканная еда. У кого отсутствует, почему отсутствует? Что в вашем понимании изысканная еда? Мясо, хлеб и одежда. Хлеб есть, мяса нет. Надо больше мяса, получается. Погоди. Мы же зону для охоты выделили? Выделили. Эти охотятся? Охотятся. Но кабанов больше не становится. Давайте также выделим эту область. По мясу 63. Нужна еще одна мясницкая лавка, я так понимаю. Здравствуйте, всем очень приятно, здравствуйте. Еще одну мясницкую лавку мы могли бы... Так вот у нас здесь есть амбар. Сюда мы можем приносить кабасиков. А мясницкую лавку мы можем поставить... Сейчас бы еще найти, как она выглядит. Мясницкая лавка. Скотобойня. Скотобойня тоже сущность достаточно вонючая, поэтому ее посадим чуть поотдаль от жилой зоны. Вот так. Построй. Эти трудятся, стараются, молодцы. Сюда в амбар мы приносим
Давайте лишнюю пшеницу тоже будем скапливать в амбарных помещениях. Нужно, кстати, еще чуть-чуть ее расширить. Будет вообще замечательно. Сделаем вот такой вот амбарный поезд, в который будет помещаться много всего применить. Церквушечка наша построилась. Сюда мы назначаем человечка. Он у нас просто крепостной. Где он живет? Покажи, где ты живешь. Кнопочка домика. Домик пока что просто обычный. Можем добавить украшений, правильно? Чтобы они более довольные были. Поставить какую-нибудь арочку вот тут, вот такую. Где у нас скопление домов, которые еще стоило бы затронуть, кстати? Почему оно красным светится? Типа мешает проходу. Это красоты сильно не дает. Я могу сразу на 2 дома повлиять. Церковник наш живет вот здесь. Отсюда и начнем расширение. Также дадим вот здесь арочку. А кому-то будет нравиться? Вот так. Отлично. Это ночь. А, это облака. Ладно. И хорошие, очень хорошие тучки. Прям так потемнело. Мне бы такую тучку на самом деле. У нас жарища страшное. Просто. Сидим и потеваемся. А, мясницкая лавка. А там что? Чего не хватает? Носить некуда? Перегруженный. В чем твоя проблема принести? Ну, ладно, давай построим еще один амбар. Амбар лишним не бывает. Его сюда мы и приткнем. Построить. Амбар есть. Мясницкий домик. Туда нужен домик строителей, мне кажется. Строитель? Да, мастерская строителей. Потому что она сильно далеко от области их работы, и надо как-то поближе. Забацаем их где-то в центре, чтобы они до всех дотянуться могли. Вот так. Построить. Сюда 3 человечков. Это у нас ни пивоварня не строится, ни мясницкая. А жители все приходят. Нам идет купец. Что же хочет он нам предложить? Смотрите, по 2 торговца в моменте тусуются. Склады рыбы переполнены. Да, уносит ее. Да, уносит рыбу. Какие города. Счастье построят носильщики, все будет. 17. Посмотрите, сколько денег. Вы видите, сколько денег? Ёлки-палки, блин. Мы богатеем на глазах. Насчет пристройки. Нужна еще одна сокровищница. Добавить пристройку. Сокровищница, податная контора. Сокровищница. У кого из них больше места? Минимум 90. Минимум 150, 240, 240, 90. Я самую невыгодную, походу, выбрал. 120, 240. А, или нет? 300. Это будет очень нагроможденно.
Так объем повысится? Вместимость денег нет? Боже мой. Что? Я создаю Франкенштейна какого-то. Древесина для епископа. Епископ хочет построить несколько новых часовен на перекрестках дорог, по которым ходят паломники. Один из его купцов заметил ваши лагеря лесорубов и желает сделать вам предложение. Давайте попозже. Я выиграю 25 денег. Сейчас на строительство много уйдет. Ай, давайте попробуем. У нас все равно там немножечко. У нас есть вон 143,5. Давайте на этом складе выделим больше места просто. Инструменты отсюда уберем, древесину сюда положим. И все у нас будет помещаться. Ребята, мне уже как раз требуются работники. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Добро пожаловать. Что у нас происходит с постройкой? У нас происходит отсутствие инструментов, я понял. Что у нас происходит с производством инструментов? Тут все хватает, тут угля не хватает. Углежоги. Может еще одну построить? Где у нас? Хижина углежогов. Так, вот. Тут тоже нужны инструменты. А елки-палки. Все-таки придется опять закупать их. Где? Там же было, что типа возврат инструментов. Покупать. 10 штук. Пусть будет 15, у нас доход поднялся. 15 инструментов должно хватить на пути препятствия. Какое? В чем твое препятствие? Тут подход есть, там подход есть. Лишние деревья сруби. Вот это я понимаю. Пролет по деревне. Склады пшеницы. Его валом. Доски, древесина. Сюда можно тоже камень и тертый камень. На всякий, если рядом кто-то будет что-то добывать. Изысканной еды не хватает людям. Где? Кому? Где оповещение? Грозбух, поручение. Повысить селян. Повысить влияние трудящихся. Пригласить 5 ополченцев. Не, ну это пока не надо. Мы ж тут не меня свергать планируем, правильно? Городское ограждение. Деревенское ограждение. Ага. Хорошо. Опять же, где у нас оповещение, где люди жалуются? Почему они позволяют себе жаловаться? Простолюдины не платят подати, и поэтому такие довольные. Не надо так. Надо платить подати. А то, блин, я какие-то элитарные условия создал. Они мало того, что и живут лучше. Что мешает? Ну инструменты понятно. Тут есть инструменты. А нет. Что это за коробки тогда? Это слитки. Хорошо. Кузнец у нас работает в полпальца она тут работает. Чего вам тут не хватает? Покажите мне. Области красоты, житель простолюдин. Угу. Давайте добавим вам красоты. А то некрасиво как-то. Вот так вот арочку между домами вот так вот дали. Бам. Можно еще одну вот сюда. Да? Далее. Здесь, вдоль дороги. Очень, конечно, хотелось бы
поставить указатель, который прям усиливает эффект. Чувствует изысканное. Почему? Что значит изысканная еда? Ее тебе не хватает. Мясо, хлеб. Мясо есть. Почему прилавки пустые? Алло, народ. В этом амбаре есть еда? А, тут нет мяса. Да, надо мясо. Хлеб по нолям. Кажется, хлеб немножко не справляется. Здесь у этих ребят что? Украшения. Сарай для инвентаря. Плюс 2 к общему числу работников. Может хранить до 10 единиц. Может хранить до 50. Но это не то. Древесина недостаточно. Выгоняете. Ну елки-палки. Что ей нужно? Обедня. Тут также воткнем маленькую церквушку, как и на противоположной стороне. Давайте ее построим. Где у нас обедня? Угу. Так. Небольшую. Аккуратненькую. Уютненькую. С маленькой колоколенкой. Знаете, что интересно? Я могу ее поставить где-то здесь? У реки? Да. Хорошо. Делаем. Ой. Вот так. Угу. Колоколенку поднимаем повыше. И украшение ставим крестик. По-моему, чудненько выглядит. Построить. Инструменты нам привезли. Это значит, что кто-то должен был что-то построить. Нет такого, ребята, в планах. Вижу, несет инструменты. Все, отлично, хорошо. Здесь также. Слушайте, тут стены довольно-таки хорошо обставлены факелами. Но опять же, не хватает ночного времени. Ладненько. С ночным временем будем разбираться в следующей серии. А пока я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайк. И до встречи в следующей серии. Пока-пока.